Я сейчас прибыл в город Ако, в старый город Ако, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Для очень многих людей, в частности путешественников, вообще слово ЮНЕСКО — это слово триггер. Они как его слышат, то мозг сразу запускает механизм, который, видно, идет сразу в паховую зону, и поляшкам начинает кипяточек стекать. Люди просто балдеют от ЮНЕСКО и все, что с ним связано. Я же отношусь довольно ровно. Конечно, тоже приятно гулять по местам, которые официально числятся сверх-гипертуристическими, но особо ожиданий не завышаю. Гуляю и пытаюсь наслаждаться, как, впрочем, и в других местах. Многие, когда приезжают во всякие места, которые кишат всякими древностями, достопримечательностями, они часто составляют какой-то замысловатый план, куда пойти, последовательность мест. В моем случае, вот из личного опыта говорю, если я составляю какой-то план, он в итоге лопается, как детский бассейн, стены которого не выдерживают давления. Вдобавок, я еще страдаю топографическим кретинизмом. Диагноз, конечно, я сам себе ставил. Но я вообще плохо читаю указатели, навигацию, не умею читать карту. Я могу в 3 соснах запутаться, поэтому я не составляю каких-то суперпланов, но образно я знаю места, которые тут есть, в принципе, и пытаюсь их найти. И то, что я, в принципе, сейчас собираюсь делать. אתה הולך לקפוץ? מה? אתה קופץ עכשיו? הנה הוא הולך עכשיו יבוא, קופץ. וואלה, הגובה פה... יוטיוב? כן, יוטיובר? זה ליוטיוב, כן. תהיה מפורסם, אחי. יפה. شباب يا عم بصور على اليوتيوب. حطي لايك. في بنات ايه؟ لا يوتيوب لايك شير and subscribe. О, паренек тут знает тему. Я сам обычно не говорю подписки, лайки и всю эту требуху, но вон за меня сказал Рабчона, который собирается прыгать со стен. Так что слушайте его. Первый пошел. Пацаненок сейчас неплохо так сиганул со стены в воду. И мне, если честно, наверное, с такой высоты было бы сыкотно прыгать. Я помню, был в Дубровнике, там похожего плана стены, и там тоже было одно место, откуда люди прыгают в воду. И я помню, стоял, как боегузный ворон, ждал, пока окрепнут крылья, чтобы прыгнуть. В итоге спустился ниже и прыгнул уже не с такой высоты. В прошлый раз я, когда снимал видео, я что-то забыл, что я обезьяныш из племени розовокожих. В итоге был с забуревшим от солнца лицом.
Сейчас я извлек из этого урок и вот взял с собой крем от загара. Я сейчас, когда проходил, обратил внимание на местных рыбаков. Чисто таким этнографическим взглядом. И один из них улыбнулся, у него такие классические желто-зеленые полугнилые зубы. Но все равно они не выглядят как такие матерые настоящие морские волки с гарпуном на камбулу, которая прыгает. Или какие-то китобойцы в сердцевине океана. Такие, вероятно всего, они в радиусе пару километров тут рыбачили на протяжении всей своей жизни. Но выглядят все равно прикольно. Смотришь на их руки, такие в шрамах от лески, от сетей. И сейчас, хоть я нахожусь в таком туристическом месте, но я набрел на такую гавань, довольно тихую. Пока что тут нет туристов. Прикольно так посидеть, посмотреть на лодочки. Рыбацкая сетка поскрипывает. Правда, вон кто-то уже музло врубил и обломал мне весь кайф созерцания. Я еще 2 раза подумаю, буду ли я музыку в видео запиливать. Тут и без этого музло играет нормальное, аутентичненькое. Те, кто делают кругосветные путешествия на яхтах, редко пришвартовывают свои яхты в таких маринах. Обычно они просто находят какую-то тихую, уютную бухту и ставят яхту на якорь. Это бесплатно. Если есть рестораны неподалеку, они еще Wi-Fi пользуются бесплатным. Это такой лайфхак для яхтменов. Когда идешь к какой-нибудь древней достопримечательности, редко получается попасть туда, не пройдя через какой-нибудь коммерческий путь по типу вот этого. Это настоящий арабский базар. Такой довольно туристический рынок, но настоящий, гортанный, шумный. Хотя сейчас, видно, не сезон или еще рано. Они только, видно, выставили товар. Скажу честно, у меня с детства передоз от этих рынков, базаров, восточных, невосточных. Поэтому какого-то кайфа от этого я не испытываю. Но я знаю, очень многим людям нравится. Поэтому я немножко покажу тоже базарчик. Всякую ветошь, которую тут продают, и утварь. מה זה, כנאפה? איך אוכלים אותו? חם בדרך כלל? זה על חימום כל הזמן, ויש כנאפה שמכינים על המקום עם גלידה, משהו מיוחד. אתה מקבל אשראי? לא. פשוט יש רק אשראי. אתה יודע איפה אפשר למשוך לך מזומן?
רואה חנות בסוף, ממול, מצד ימין שלה יש כספומט. Вот я заказал местное сладкое лакомство, называется кнафе. Кнафе сделано на основе козьего сыра. Тут ореховая крошка, я смотрю. Такая тоненькая рисовая вермишель. В принципе, довольно вкусно. Я как не сладкоежка это говорю. Мне кто-то рассказывал, что раньше здесь, где Марина, был ресторан на воде, точнее даже под водой. Там прикол в том, что иллюминаторы расположены ниже ватерлинии. Ты сидишь, и вокруг тебя эта средиземноморская фауна проплывает, пока ты откушиваешь ихнего собрата осьминожного. Не знаю почему, но я пока не нашел этот ресторан. Может, его уже давно и не существует, но вообще идея прикольная. С высоты смотришь, и основная цветовая гамма города — это такой выцвевший желтый цвет. Все как будто выленило, только вот эти купола мечетей так пробиваются зеленым и цветом бирюзы, что тоже, кстати, они довольно блеклые на солнце. Одна из проблем, когда находишься в таком месте историческом, то буфер обмена переполняется буквально за десятки минут, когда пытаешься вникнуть во все имена, кто кого захватывал, все баталии, которые тут происходили. Поэтому я рекомендую включать такой информационный фильтр и немножко разбавлять это просто прогулочкой какой-нибудь по прикольным местам. Моя задача — это не сбросить тонны даты базы данных, а больше создать настроение, передать ощущение эпохи. Я смотрю вниз и представляю, как раньше катапульты сюда запускали снаряды. Здесь, наверное, был такой метеоритный дождь апокалипсиса, все в огне. Эти снаряды, когда они падали, они разлетались, там ударная волна, наверное, стояла. И такие, как в гранате, шарики от подшипников, все разлеталось. Был сущий огненный ад. Советую, кстати, посмотреть трилогию «Властелин колец» Питера Джексона. Как брали Рохан или Гондор. Посмотреть на осаду крепости. Я сейчас нахожусь в крепости крестоносцев. Еще со школы увлекали истории про крестовые походы. Что-то такое романтическое, рыцарское, кинематографическое. Рыцари пошли за 3-9 земель сражаться за гроб Господень. Хотя сегодня, если обратиться к историографии, это очень противоречивое явление.
Все, что связано с крестоносцами, мнения очень поляризованы. Мусульмане считают, что это была куча религиозных фанатиков, которые пришли на чужие земли грабить, убивать и творить всякий беспредел. Приходят в голову мысли, а что могло сподвигнуть европейцев тогда отправиться хрен знает куда, воевать, убивать, подвергать свою жизнь опасности. Но тут нужно понимать, что Европа того времени – это совсем другая Европа. Она феодально раздробленная, небогатая, народ был очень суеверный. Там все на суевериях строилось, и церковники этим пользовались. Там, допустим, не урожай, значит, Бог нас проклял. Какая-то комета взлетела, это тоже Бог нас проклинает, а народилась какая-то брюква, это значит Бог оглянулся на наши молитвы. Изначально крестовый поход больше был похож на крестьянский поход, потому что когда агитаторы стали баламутить народ в Европе, что пора идти воевать и отвоевывать наши земли обратно и наши святыни, то первыми, кто пошли воевать, это были обычные крестьяне. И оружие у них, конечно, было тоже соответствующее. Это какие-то палки, крючья, каменья, короткие ножи. А их встретили здесь серьезные ребята. Тут как раз были турки, селенджуки. У них была мощнейшая конница и вообще была настоящая армия. Говорят, они вырезали первых крестоносцев, крестьян, просто тысяч, наверное, 50-60 человек. Когда рыцари сюда приехали, они увидели просто горы трупов. Они начали их складывать в такие пирамиды 30-метровые из трупов, из обрубков тел, голов отрубленных, рук, ног. В общем, жестко было. Это потом уже поехали сюда настоящие рыцари с мощным доспехами, тяжелыми оружием, с шутами, манустрелями, девами разных социальных слоев. А изначально те, кто воевал, это были простые крестьяне. И первый крестовый поход был провальный. Тут повсюду все сделано из иерусалимского камня, он же известняк. Этот древний такой, его видно с годами уже разъела эрозия, поэтому его трогаешь, он покрыт такими трещинками и щербинками, но от этого он не менее очаровательный, он такой приятный на ощупь, шершавенький. Я сейчас нахожусь в древней турецкой бане, он же турецкий хамам. Еще 1000 лет назад турки уже знали о омовениях, они любили пользоваться всякими ароматными маслами, благоухали, в отличие от тех же европейцев, которые не мылись, чесались, воняли.
Турки так на лет 100 опережали европейскую культуру. По крайней мере, в плане гигиены точно. Эти фигурки у меня ассоциируются с помпейскими пустотами. Наверное, слышали, что в вулканическом пепле Помпей после извержения вулкана остались полости в форме человеческих тел от погибших во время извержения римлян. Их потом заполняли жидким гипсом и получали точные копии погибших. Вот моя фантазия почему-то сразу ассоциировала эти полости с этими фигурками. Я сам тоже обожаю парилки и сауны. И не только париться, а вообще иногда такие разговоры можно завести в парилке, что не на каждом светском вечере получится. Поэтому очень советую людям ходить в бани, в сауны и в турецкий хамам, конечно же. Я, как ни в чем не бывало, сейчас иду по туннелю тамплиеров. А между прочим, это уникальное место, таких в мире практически больше нет. Это то, что осталось от Великого Ордена. Чтобы вы понимали, тамплиеры — это такой крестоносный спецназ. Это союз воинствующих монахов, рыцарей. Очень много легенд ходит. Конечно, очень много придумали вымыслов еще в древние времена. Люди были, как я говорил, очень суеверные. Они верили, что от Франции там несколько километров и уже живут люди с пёсьими головами, замотанные в звериные шкуры. Поэтому любили рассказывать много суеверных легенд, и в том числе о тамплиерах. Но орден настоящий, и только что вот я был в его пещере. Точнее, не в пещере, а в туннеле. У меня одна подружка рассказывала, что работала в ресторане Ури-Бури, напротив которого я сейчас нахожусь. И сейчас я буду противоречить сам себе и пойду и посмотрю, что там происходит. Хотя, как я говорил, я не особый любитель следовать чьим-то советам. Но иногда, как и все мы, нужно пойти и попробовать. Причем там хозяин, он выглядит как Дед Мороз. Я надеюсь, что я его застану. Я еще там не был внутри, поэтому, если что, не обессудьте, если его там не будет. Но вообще я бы хотел бы его заснять. Он выглядит как настоящий Дед Мороз и очень эпичный чувак. А сейчас я вышел из ресторана Ури-Бури, пообщался с самим Ури-Бури, передал привет своей знакомой. Правда, заснял его так, чуть-чуть как-то неловко себя ощущал почему-то. Место неплохое, я ел креветки с артишоком, в принципе, советую. Наверное, до того, как я заходил, морда была грустная, а сейчас веселая, потому что я выпил пиво и немножко покушал. Я помню, когда я вернулся с плавания, с моря в 2012 году,
Как раз брат попросил меня написать парт для нашей совместной песни «Судный день». И сейчас я ее зачитаю. Судный день, мое судно покидало порт, и нрав людей, он как наточенный в бою топор. А ты топи педаль, пока еще не заглох мотор. Вся эта жизнь похожа, блин, на слоеный торт. Кому-то смерть станет выходом из шапито, кого-то к звездам вознесет, кого-то в нечистоты. Но итог, всем нам быть там, и это не проблема. Но как бы прописаться лучше в твердынях Эдема. И если Бог судья и дьявол адвокат, но нам еще осталось здесь побыть, а значит так, пора порядок навести бы в наших головах, унять бы мрак, очередной бессмысленный теракт. И было 1000 таких вот судных дней, усеянных лишь галереей надгробных камней. И как бы жизнь не била и не кидала, увидишь свет в конце тоннеля, помни, что за ним Волгала. И ветер перемен несется, как бегущий вал, и муки совести съедают тех, кто убивал. И вот уже кончаются страницы беззаконицы, и поднимают пыль копыта нечестивой троицы. И только тишина, лишь мама на туреза, медведь-прокурор, тайга-закон. Стоит стеной непроходного леса. А что ты, друг мой, поставишь на кон? Погулял я сейчас по старому городу Ако. И скажу честно вам, ребята, я реально кайфанул. На самом деле место просто офигенное. Заслуживает вполне быть объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Одни эти стены чего только стоят. Они столько осад пережили. Представьте, как к ним подступали осадные башни, катапульты, трибушеты, кидали свои снаряды, метали свои снаряды. Они все выстояли. И сейчас будет напоследок небольшой неймдропинг. Здесь бывал и Наполеон, и Ричард Львиное Сердце, и Филипп Красивый, и даже, говорят, Александр Македонский. В общем, советую вам, ребятки, посетить это место и кайфануть так, как я кайфанул. Хорошо плясать, когда колбасит, я не могу стоять, когда колбасит. Хорошо плясать, когда колбасит, я не могу стоять, когда колбасит.